Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике малюсенькая кафешка с ровно таким же малюсеньким меню. Потому что Европа. Потому что они решили не выпендриваться и делать, я надеюсь, качественно то, что у них получается. Здесь у нас и стейки, здесь у нас немножко морепродуктов в европейском, опять же, стиле. Короче говоря, посмотрим, заценим. Я очень люблю, когда люди готовят то, что им нравится. Чем меньше меню, значит, должно быть тем качественнее. Давайте узнаем. Как я и говорил уже, менюшка крайне небольшая. А именно вот две какие-то, знаете, ежедневные типа предложения, а следовательно дальше просто раз и два. На этом все. Сделали уже заказ. Пока раскрывать, что заказали, не буду, но по большому счету здесь выбор стейков и выбор салатиков, закусочек. Следовательно, это мы все и заказали. Для начала подадут салатики, закусочки, ну а стейки на самые вкусные. Цены вы сейчас видите. Так что это ресторанчик с неплохими, достаточно ценами. Быстренько начнем с закусочек, а именно кальмар в кляре. Как оно здесь подается, потому что в одном из последних мест, я помню, кальмар в кляре, это был самый дешевый замороженный кальмар, который продается гигантский, который толстые куски, которые невкусные. Хотелось бы оценить это здесь. Быстренько кетчуп. Да. Здесь это хороший, нормальный, именно местный кальмар. Кляра очень много, кальмара при этом очень мало. Давайте я вам покажу. Вот такая вот штучка кальмара здесь внутри сидит. Да, с ним все в порядке. Это очень и очень неплохой кальмар в кляре. Роман, налетай. На закусках долго останавливаться не будем. Порядок. Я пробую пюрешку, а Роман по поводу кляров. Поел хлеба. Ну да, кальмара там не богато. Отличная, замечательная пюрешка. Я специально прошелся, знаете ли, как у нас стейк тоже будет, и можно отдельно к нему было бы заказать, но я решил просто проверить. Гарнир в данном случае прекрасная, замечательная пюрешка на сливочном масле, на молоке, соленая в меру. Роман, сейчас как к бабушке съездишь, просто вот нормально. У нас подъехала еще и следующая тем временем. У меня тут башня выстраивается, давайте вот так. Это у нас салат с лососем. Роман, перед тем, как к следующему, уже третьему блюду приступим, по закусочкам. Ну, кальмару понятно, съел кусок хлеба, а здесь? Ну, а картошка отличная, прям как надо. Пюрешка. Да. Роман сегодня немногословен. По поводу самого кальмара ты ничего не сказал. Да фигня Его какая-то, просто мало, что да? там просто, ну, вот эти ломтики нарезаны, да, Ага. просто, ну, обычный замороженный какой-то кальмар. Ничего такого прям, я бы не сказал, что это прям блюдо какое-то хорошее. Я в данном случае скажу так. Хорошо. В этих палочках примерно так и должно быть. Давайте перемешаем вот этот салат и попробуем, что здесь за лосось. Я вижу, что он жареный. Огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает канал. Ну, просто без вас этого бы ничего не получилось. Напомню, сделать это можно следующим образом. Либо разовый донат, либо поддержать на Бусти или на Патреоне. На Бусти, Патреонах и так далее выходят ролики на сутки раньше, а следовательно, вы ознакомливаетесь с этим пораньше, чем все остальные. При этом под ужин, а не на обед, как все остальные. Стоит данная подписка от 150 рублей, поэтому выходящие ролики примерно 10 штук в месяц обходятся по 15 рублей. Поэтому, да, это очень приятная такая небольшая добавочка к вашей трапезе. Из подачи нужно отметить пару ломтиков редиски, что, в общем-то, здесь необычно, потому что редиска здесь крайне редкий гость, но их при этом всего пара ломтиков. Свежие росточки той же самой редиски, это хорошо. Ломтики лосося, вот есть как спинка, так и кусочек какой-то, значит, теши. Все зажаренное по самое не могу. Крутончики, да, крутончики, греноки.
гренки называйте как хотите, все в листьях салата и заправлено каким-то количеством соуса, что очень хорошо. Вот видите, я мешаю, у меня ничего не вываливается. А именно это глубокая, хорошая тарелка для того, чтобы ты мог нормально все перемешать. Но все-таки что-то у меня вывалилось, это уже моя неаккуратность. Короче говоря, где там у нас чего? Покажись, лосось. Вот так. И вот так, с приличным кусочком лосося, заценим. Неплохо. Все в порядке. Жареный обычный лосось, не, знаете, не разваливающийся на какие-то составляющие. Короче говоря, обычный, из разморозки. Ну, разморожен, в общем-то, достаточно правильно. У меня претензий нет. Аромат лосося есть. Что-то там, трава, соус неплохой. У нас утащили меню, я не могу сказать, сколько точно он стоит, но в районе сотки, там, 90 что-то. Ну, для рестика это нормально. Ну, абсолютно нормально. Роман, тоже налетай, пробуй. Че, я ложку беру? Держи, себе наваливай там. Ну, а я пока салат отсюда попробую. Здесь же тоже у нас что-то есть. Вот и диска какая-то, огурчик. О, прикол. Здесь еще и кусочек драгонфрукта. Салатики всем неплохие. Единственное, что заливается это все сладким мазиком, не нашим родимым. Хотя я, может быть, и не скажу, что это как-то плохо и ужасно. Ну, в принципе, вполне себе подходит. Другое дело, что если ты захотел съесть прям огромную лохань, такой тазик салата, то у тебя это не получится, это будет слишком сладко. А для небольшого блюда вполне себе подходит. Ну и микрозелень, в качестве которой сегодня выступают, здесь у них росточки редиски, тоже очень неплохо, Роман. Салат есть можно, но в ресторане хотелось бы, чтобы они заправляли не майонезом из супермаркета, а все-таки, чтобы они свой соус делали, по Вот. типу как для Цезаря. Там. Я думал, когда Роман начнет выпендриваться, это наступило. Мне катит, хотя я согласен. Если вы претендуете на действительно ресторан, то извольте все-таки свой какой-то соус замутить, сделать, значит, с желточками. Пускай свой майонез. С лаймом, например. Он очень неплохо к лососю подходит. И было бы тогда намного лучше. Пошли по более дешевому пути. Окей. Первые 3 блюда закончены. Господь с ним, с салатом. Оттуда мы лосось выедем, кальмар фиг с ним. А вот пирожечку я доем. Пюрешка. Огонь. Вот тут молодцы. Действительно, как к бабушке съездил. Ну или как сам приготовил. Я думаю, пюре не самое сложное блюдо. Многие из вас это ровно так же умеют готовить. Это отдаем. Ждем следующего. Лосось-то с костями. А тебе не попалось до этого, да? Нет. Ну, ребят. Итак, 3 кусочка там на весь салат, еще и с костями. А все, больше нет. Я съел один первый, да? Я один. Ты один, и вот третий с косточкой попался. Лосось, прям скажем, не богато, можно и побольше было положить. Окей. Нет, это редиска, только она никакая совершенно. Вообще просто гидропоника, выращенная просто на воде. Нет редисочного вкуса, вы знаете. Ну, понимаете, о чем я. Это не редиска, это хрень какая-то. Да, салат немножко разочаровал, потому что изначально у меня мнение было такое, ну, вроде как лосось есть, когда я съел кусок. А когда я обнаружил, что там 3 кусочка на весь салат, и ты ешь просто зелень в такую цену. Как так? Пюрешку, вот я смотрю, я бы еще такую заточил вообще без вопросов. Окей, ждем следующего. И, конечно же, ребята,
если собрались во Вьетнам, обязательно пишите мне в телегу, все контакты в описании, там нашли, там в закрепе все висит, потому что во Вьетнаме найти жилье, сделать трансфер, арендовать байки, прочие сим-карты, все сделаем, ровно так же, как и экскурсии. Поэтому собрались во Вьетнам, сейчас самое время начинать бронировать что-нибудь уже на ближайшую осень и зиму. Сезон дождей заканчивается примерно в середине декабря, поэтому после этого времени до апреля уже народ начинает потихоньку бронировать все. Самое вкусное сейчас все и берут, так что пишите обязательно. Все сделаем. С вас только билеты. Из хорошего хотелось отметить следующее. Персонал разговаривает по-английски. Все нормально. Можно объяснить. Но внимательности не хватает, потому что я, как выше сказал, положил приборы свои, пускай принесут новые. Не принесли. Пришлось попросить заново. Спасибо большое. А у нас тем временем устрицы. При том, что устрицы написано специально под сыром моцарелла. Были бы другие, я бы вообще не заказывал, даже бы и не думал. А горячие, да, вполне себе горячие. Давайте так и заценим. Моцарелла ли это для начала? Что-то тянется. Давайте попробуем все собрать. Горячо. Мне рукам это все держать. Попробуем. Да, неплохо. Устрицы, конечно, замороженные. Морского вкуса много потеряли, но он есть. Сыр неплохой. Сыр действительно моцарелла. Короче говоря, вполне себе. По стоимости, опять же, неплохо. У нас меню утащили, но вы видите. Когда я заказывал, я видел, что вроде ничего, так сойдет. Роман, тоже пробуй. Подача симпатичная. На вот этой покрашенной соли. Если хочешь перчик, то и соус еще есть. Не уверен, что в данном случае он требуется, но он есть. Это уже хорошо. Роман, рассказывайте. Тебе еще одна осталась, держи. Ну, сыр мне понравился, это реально моцарелла. Красивая, вот эта вот соль для ванны тоже прикольно выглядит. А устрицы я что-то не почувствовал вообще. То есть вкуса устрицы нету. Ну, потому что из заморозки устрица теряется очень и очень сильно. Особенно если потерять при этом тот самый, знаете ли, сок внутри. С ноги ее не сняли, тут приходится отковыривать. Немножко ее остается внизу. Я бы сказал так, 70% вкуса это сыр, неплохая шапочка, приятно приперченная, что-то там с ней сделано, все хорошо. Но это блюдо, конечно же, не про устрицы, а у нас приехало самое главное. Самое главное, что я хочу здесь сказать, что да, это вполне себе такое нейтральное, хорошее блюдо. Можно взять, попробовать. Да, окей. Редиска та же самая, наверное. Ну да, безвкусное. А это у нас, ребята, самое дорогое блюдо из здешнего меню, а именно говядина Веллингтон. Надо отметить, что когда я заказывал это блюдо, они спросили, а какую вам прожарку? Я говорю, как обычно, medium rare. Мне не очень понятно, и я боюсь, что сейчас что-нибудь произойдет, но как это разделывать? Давайте разделывать как подано, потому что, ну, очевидно, это не на одного, хотя, может, и на одного человека. Наверное, все-таки блюдо рассчитано. Давайте разрезать и смотреть. Если что-то куда-то потечет, я не знаю, Ром, или переложить сразу. Да нет, прям там, мне кажется. Там? Давай тогда крупненький план и поехали. Помимо самой главной вот этой кубышки с мясом, у нас здесь имеется гриб королевский устричный, 1 штука, несколько молодых морковочек, брокколи и кукурузка. Все замечательно. Давай соусы отодвинем, чтобы не мешались. И разрежем. Как оно там выглядит. И если там прожарка, что это вообще у нас за кусочек. Так.
Подожди, это бекон? Внутри бекон. Да, я вижу. Ага. Ну, прожарка имеется. Обернуто все в бекончике, да. Вот такой вот кусок мяса. О, горячо внутри, все хорошо выглядит. Слушай, ну, не то чтобы прям medium rare, но да. Что-то такого плана с небольшими соками имеется. Да, интересно. Иди сюда. Вот так. Вот так. Попробуем. Мягко. Вкусно. Чеснока завались. Соли завались. Соль еще и дополнительно от бекона похожа, которого тоже завались. Вы знаете, я даже скажу так. А зачем здесь бекон? Он просто вообще не в тему абсолютно. Во-первых, послевкусие, вот я прожевал хороший кусок говядины. Я бекона даже не брал. Но у меня послевкусие копченого бекона и очень соленое послевкусие. Это дорогое блюдо, это там в районе 400 донгов стоит. Роман, вот, ну, короче, нарежешь себе сейчас вот эти вот все куски, я вот отсюда вот что-нибудь тоже возьму. Вот, смотрите, да? Вот оно как все завалено беконом. На мой взгляд, все-таки говядина, когда подается, ребята, а при чем здесь соленый, копченый бекон? Это, ну, просто взять и вот так вот. Нет, с точки зрения домашних каких-то экспериментов для нажористости, еще что-то хорошо. Зачем вот это в ресторане так делать, я не очень понял. Ну, убить вкус говядины? Ну, да, наверное. Роман, пробуй, я разочарован. Откровенно скажу, говядина Веллингтон, когда тебе подается в таком виде, я разочарован. Ну вот отдельно бекон мне полосочки пожарьте, я буду понимать, что я буду кушать бекон. В данном случае я ем не говядину. Вот Роман взял хороший кусок. И вот скажи мне после этого, ты вот бекона сейчас не ел, скажи мне после этого, какое у тебя будет послевкусие. Вот ты сейчас прожуешь, оно сочное, мягкое, все в порядке в этом плане. Ребят, ну что-то пошло не так. Вы знаете, не исключено, что в данном случае это блюдо они рассчитывают на местных, которым вообще, честно говоря, пофигу, что они заказывают. Им главное ядреный вкус, чтобы было мощно, чтобы было насыщенно, чтобы у меня на языке прям было, так сказать, невозможность отказаться от того, что ты съел. Ну, если вы понимаете эту метафору, то есть, чтобы было прям кардинально понятно, ты ешь что-то очень мощное. Местные это любят, согласен. Но в данном случае вот в такой вот приятной, казалось бы, значит, оберточке говядины Веллингтон. Нежная такая, распаренная, симпатичная, и после этого у тебя до хрена чеснока, огромное количество бекона. Ты кроме соли, чеснока и бекона копченого никакой говядины не чувствуешь. Но здесь стоит отметить, что они сумели найти качественную говядину. Это правда, она мягкая. Но когда я вот кусок в рот положил, я почувствовал вкус дешманского вот этого местного бекона, который во всех гипермаркетах или там мини-маркетах продают. Ну и вообще, вот сейчас я в интернетах посмотрел оригинальный рецепт, там бекона быть не должно. И если человек, допустим, там придерживается каких-то правил, ну, то это вообще правда, получается да. как подстава будет. Я вот про это не сказал, а Роман абсолютно прав. Приехал человек, исповедующий другую религию. Не ест он свинину, неважно. Мусульманин, еврей, еще кто-то, пожалуйста. И он заказывает говядину. А ему вот так. Ну, это возврат, и при этом это прям оскорбление. Так нельзя делать. Дорогие вьетнамцы, так делать нельзя. Да просто недопустимо. Ну и плюс ко всему, Роман, послевкусие какое у тебя осталось?
Так не то, что послевкусие. Когда ел, я сразу и чувствовал, кроме бекона вообще ничего. Причем дешманского вот этого, самого стрёмного. На мой взгляд, это блюдо вообще не должно существовать. По многим причинам. Выше я сказал, значит, религиозные, национальные причины. А во-вторых, ребята, ну вы испортили вроде как нормальный, хороший кусок мяса. Зачем? Пересолено, что-то там. Я думаю, что, может быть, вот этот кусочек хлеба, он, кстати, будет даже и неплох. Давайте вкусну, я хоть хлеб так и не ем, но... Беконовый хлеб. Сочный, приятненький. Действительно неплохо. Ром, кстати, рекомендую. Вкусней. Вот хлебушек у них действительно получился. Абсолютно провальное блюдо, на мой взгляд. У меня нет возможности его вернуть просто по той простой причине, что это ужас ужасный. Пойди объясни им, почему я возвращаю. Но, честно говоря, просто недопустимо. Это фейл, это огромнейший фейл. А хлебушек попробуй. Я даже, наверное, еще вкуснул. Мне вот хлеб больше всего понравился. Ну, это вкусно, да? Ну да, прикольное слоеное тесто. Давайте гарнир заценим. Кусок капусты я уже съел. Нормально, все хорошо, но после этой говядины совершенно никакой соли не чувствуется. Что по поводу гриба? Неплохо. Вкус слегка подгоревший. Морковочка. Прекрасная. Вот ее подсолить немножко даже хочется. Где тут у нас чесночок? С овощами все в порядке. Я очень и очень сильно разочарован вот этой вот говядиной. Стейки брать, ребят, я не хочу. Кто-то скажет, Костян, надо стейк еще взять. Ну, я вот сижу и думаю такой, ну что вот, Ром, возьмем стейк, не возьмем стейк. Да нет, понятно, что у них все в порядке с говядиной. Просто смысл-то, ну, мы уже и так знаем, что все хорошо будет, если они не положат свинину еще сверху. В общем, решили мы с Романом ничего более не заказывать, на самом деле, по нескольким причинам. Во-первых, у жены Романа сегодня день рождения. Наши дни рождения, что романовские, что мой, что моей жены, буквально на днях все прошли. Предыдущая неделя была. Кто хочет, может поздравить. Спасибо вам огромное заранее. А, следовательно, что сидеть? Пускай Роман едет отдыхать, ест нормальную семейную еду, потому что здесь что-то, кроме не пойми чего, мы особо не встретили. Не могу я рекомендовать вот это заведение для того, чтобы люди сюда приехали и такие: о, европейская кухня, а давайте-ка мы возьмем вкусную говядину. Нет, у вас это здесь не получится. Ровно так же, как и с остальными блюдами. Я слегка сегодня разочарован. А был в предвкушении. Думал, маленькое меню означает хорошие блюда, и они умеют их готовить. Это не так. По большому счету, я уже все итоги-то подвел, сидя еще за столом. На самом деле, сказать нужно следующее. У ребят отличный потенциал для того, чтобы готовить замечательные, классные блюда. У них есть хорошее сырье, вкуснейшая, нежная, замечательная говядина, но куда-то что-то пошло непонятно в какую степь. Те же самые устрицы, да вроде все ничего, сохрани, просто больше сделай аккуратности. Мы с Друже снимали в такую древность, еще в 13-м, по-моему, году, как мы готовим мидии. И даже в те лохматые годы я говорю: ребята, сок из-под мидий ни в коем случае никуда не девайте, это из размороженных, еще в то вот время, потому что это и есть концентрат вкуса. Пофиг, веники, завалили, вот тебе сыр, а зачем там устрица? Что? Ну, короче говоря, вы меня понимаете, у меня сегодня немножко бомбит, потому что приехал в красивое место, здесь ничего не отнять, но вот такая кухня. Короче говоря, хватит моих, скажем так, впечатлений. С вами был Константин.
Для подписчиков Костян. Всем пока. Камера, знаешь, вот вечно так вот пытаешься в камеру прям засунуться, поэтому сидишь криво. Так, ну ладно, поехали. Помимо самого главного блюда у нас здесь из гарнира устричный гриб. Одна штука, погреленный вроде как. Микро-морковочки. Ага, капуста и морковка. Морковка, говорю. Да что ж такое-то, господи, где мои все слова? Сейчас, давай, быстро, все, собрался. А, вот так, так, поехали. Ням-ням-ням. Рома, ты какую-нибудь креветочку с пюрешкой просто заказать себе не хочешь? Нет?